Прежде чем использовать ткань, конечно, лучше ее сначала продекотировать. То есть мы ее простернем, высушим, отгладим и уже можно будет использовать. Или в крайнем случае, если вы уверены, что ткань не садится, хотя бы пройтись горячим паром утюга или парогенератора. Ну и теперь, что касается раскладки. Смотрите, я не сказала, у меня по длине ткань 63 сантиметра. Заказывала 60, девочки решили мне сделать подарок 3 сантиметра. Очень я этим довольна. Теперь смотрите, что касается длины юбочки. Дело в том, что у меня выкройка не совсем той длины, которую я хочу, потому что у меня просто был кусочек кальки, и мне не хотелось использовать большой кусок дополнительно. Я просто вот на ней выкройку сделала. Смотрите, я по боковому срезу, именно по боковому срезу от талии вниз измеряю, и мне нужно, чтобы юбка была в готовом виде 45 сантиметров. Значит, мне нужно добавить еще 4 сантиметра. У меня юбка получилась 41. То есть 4 сантиметра я откладываю от нижнего среза ткани. Вот они, 4 сантиметра. Далее я откладываю 5 сантиметров на подгибку. У меня будет подгибка 5 сантиметров. И теперь вот к этой метке я прикладываю вот так сгиб к сгибу ткани. То есть ткань у меня сложена в 2 сложения, таким образом, чтобы у меня хватило по ширине на припуск и на швы. Теперь сразу, пока не забыла, пока при памяти, как говорится, прикладываю, то есть добавляю к низу 4 сантиметра, которая моя окончательная будет длина моей юбки. Полностью вот так по низу я добавляю 4 сантиметра и буду проводить уже линию сплошную. Вот они мои, вот этот вот мой край, низ юбки, подол, да, и плюс 5 сантиметров у нас на подгибку, поэтому мы будем с вами уже отрезать вот с этими 5 сантиметрами. То есть я их прорисовываю сам низ юбки, но это уже для удобства, когда я буду сшивать, мне будет удобнее так. И там, где я буду вырезать. Вырезаю уже по нарисованным линиям своим, по контуру. И вот здесь я делаю более плавную линию. Она, в принципе, и получится более плавная. И, кстати, если у вас также такая же разница между обхватом бедер и обхватом талии, такая же большая разница, не советую делать сплошной шов. То есть вот так на оверлоке вместе сшил и забыл. Не будет сутюживаться, будет тяжело сутюживаться. Здесь, конечно, лучше всего сделать шов в разутюжку, что я и буду делать. Значит, раскладываю, выравниваю ткань. Прикладываю выкройку таким образом, чтобы, смотрите, я отсюда опять же, так, здесь немножечко, наверное, отступлю все-таки 1 сантиметр. Откладываю 6 вместо 5. 1 сантиметр я уберу, вот они мои 5 будут. Далее 4 сантиметра я добавляю. И прикладываю таким образом, чтобы здесь у меня тоже оставалось минимум 1,5 сантиметра. Во-первых, шов в разутюжку. Во-вторых, здесь у нас будет пришиваться молния. Я решила ее пришить по спинке. Так, здесь у меня получается, вот они, 9 сантиметров. Да, я 9 сантиметров сразу вот так откладываю. Ну и, конечно же, по верху добавляем 1,5 сантиметра по линии талии. И спинка у нас готова. Вот здесь я вырезала полочку, она у меня цельная. Я сейчас складываю также в 2 сложения, как она у меня была, вот так по контуру. И здесь у меня будет возможность выкроить. Вот так я сейчас делаю, соединяю сгиб. Да, у меня здесь будет возможность выкроить обтачку цельную для полочки. И здесь смотрим, насколько у меня хватает. Ну, в принципе, нормально. Получается очень даже очень. Так, можно сделать 8 сантиметров в ширину обтачки. Обтачка для полочки. Вырезаю.
обтачка для полочки готова. Полочка цельная, обтачка для полочки тоже цельная. Обтачка по спинке готова. Карманы, скорее всего, я шить не буду, а выйдет у меня из этого кусочка 2 клапана. Будут обманки. Ну, как вот, как бы запланировано у меня клиенткой моей, да, заказчицей, так и будет. 15 сантиметров мне нужно вот так сделать шириной клапан. Так, что касается высоты клапана, ну или, как он называется, высота, 7 сантиметров. Кстати, здесь мы можем сделать закругление. И при желании мы можем сделать махрушки, то есть тесьму, да. Какой ширины будут махрушки, ну тоже как бы дело личное каждого. Я возьму 4 сантиметра. Вот так вот у меня будет как раз вот полосочка 4 сантиметра. Я буду вот так вот ниточки вытаскивать, чтобы посерединке осталось у меня примерно 1,5 сантиметра. Вот такая у меня получилась тесемочка. И можно будет сверху вот так пришить по кармашку тесемочку. Но предварительно мы, во-первых, проклеим с изнаночной стороны вот эту серединку, проклеим либо флизелином, либо дублерином, кому как удобно, и сделаем строчку. Сделаем стяжку небольшую. Она у нас будет вот такая вот прям бахрома такая красивая. И уже по такой готовой будем пришивать по карману. Значит, я прошила вот так, прошила до низа. По низу я не зашила примерно 3 сантиметра. Вот у меня незашитое место. Через это незашитое место я вывернула, выправила и выгладила свой клапан. То есть клапаны у меня готовы. На подкладку я решила взять вот такой очень красивый, очень мягкий батист. Он у меня вот с таким вот рисуночком видно, да, но на ткани, на этой ткани этого рисуночка будет практически не видно. Хотя нет, видно, очень даже изящно получается. По цвету очень подходит, прям идеально подходит. Я думаю, что на камеру это видно. Итак, я сейчас буду выкраивать подкладку. Как же я буду выкраивать подкладку? Смотрите, я сейчас прям вот так раскладываю в одно сложение. Вот она у меня кромочка, ориентируюсь на кромочку. И по ширине. Так, выкладываю полочку. Вот так обвожу четко по контуру. Я положила так, что у меня вот здесь вот этот срез прям впритык к срезу посерединке, к линии талии, да. Значит, я вот так убираю, беру обтачку, и вот таким образом, опять же, линию талии я соединяю с линией, с вот этим вот срезом. И соединяю вот эти свои линии боковые, которые уже прорисованы. Таким образом, я сейчас определяю место обтачки. Убираю обтачку и добавляю сюда примерно 1,5 сантиметра, можно меньше, можно сантиметр, на шов, припуск на шов. По всей линии талии. Далее, юбочку пока не убираю. Теперь смотрите, вот здесь у меня 5 сантиметров, где у меня будет подгибка. То есть подгибка у меня будет именно вот такая. И вот до этого момента будет у меня юбочка. Но мне надо подкладку, то есть подкладка, смотрите, у меня получается срез вот где. Не здесь, а вот где. Поэтому я сейчас ставлю метку вот сюда. Мне нужно добавить 1 сантиметр, 1 или 1,5 на шов.
то есть вниз, да, опускаюсь от этой метки. Теперь, смотрите, от вот этой линии, от самой нижней, которую я прорисовала, я измеряю до этой точки, которая у меня уже окончательно. У меня получается 9 сантиметров, и теперь 9 сантиметров я вот так полностью от линии низа лучиками отмеряю и буду уже по этой линии вырезать свою подкладочку. Итак, я вырезаю по этой меточке, то есть по вот этим своим пунктирной линии по своей, уже с припуском на шов. Далее здесь я по контуру ничего не меняю. Так, здесь тоже у меня по контуру я ничего не меняю. И по линии талии с припуском, то есть видите у меня, я не знаю, видно вам, нет, 1 сантиметр вырезаю линию талии. Все, передняя половинка готова подкладочки. Теперь точно так же я вырезаю подкладочку на задней половинке. Ну, заднюю половинку мы можем уже, наверное, вот так сложить пополам. Теперь беру обтачку по спинке. Так, вот она у меня, обтачка по спинке. Вот так прикладываю. Ставлю метку, где она у меня здесь заканчивается, и здесь. Убираю часть спинки. И теперь вот так прикладываю вот к этим меткам. Прикладываю и обвожу по контуру. Опять же добавляю на припуск. И вырезать я уже буду вот по этой верхней линии. Так, теперь, что касается низа, делаем то же самое, что и по полочке. Все, готово. Значит, смотрите, я сначала буду пришивать молнию. Сейчас я найду молнию подходящую. Вот так я по спинке пришью молнию. Итак, покажу, как я буду пришивать молнию. Для начала я прошила ниткой иголкой, то есть наметочным швом по намеченной линии контрастной ниткой. Далее развернула припуск. Вот так развернула припуск, приложила молнию лицом к этому припуску, к этим припускам. Далее я приколола в нескольких местах булавочками, чтобы у меня молния не разъезжалась. И после этого вот так отогнув немного припуск, прошила также наметочным швом, частым стежком с одной стороны и с другой стороны. И теперь я просто пришиваю уже на машинке с одной стороны, с другой стороны, ну примерно не доходя до вот этого вот края, примерно 5 сантиметров. Делаю закрепку здесь и здесь. Далее я от места, где заканчиваю пришивать молнию, от этого места вот сюда строчу прямой строчкой уже на машинке, убираю все наметочные строчки. Ну и дальше я уже покажу наглядно, что я буду делать дальше. Дальше я убираю, как я сказала, убираю наметочные швы убираю по молнии, раскрываю молнию таким образом, чтобы бегунок у меня ушел прям за пределы вот этого шва, да, вот этого шва по спинке. То есть он ушел у меня прямо туда до упора. Далее у меня уже пришита молния, но так как она у меня потайная, мне нужно сделать еще одну строчку, проложить прям вот так в край молнии. Теперь смотрите, я оформила кармашки, вернее это клапан, обманки. И теперь мне нужно расположить их таким образом, чтобы получилось, во-первых, симметрично и чтобы получилось красиво. Здесь я прострочила двойной прямой строчкой, и вот здесь немножечко вот так отодвинуть в бахрому, сделала закрепку, чтобы кармашки у меня не болтались. Теперь я кладу лицом к лицу спинку и полочку и по намеченным линиям строчу по боковым срезам.
подкладочную деталь полочки и беру обтачку. И соединяю между собой лицом к лицу. Кстати, сшивать эти детали я буду на оверлоке. Тем самым сразу закрываю срезы, чтобы ничего не махрилось. И заутюживать этот припуск я буду на сторону подкладки. То же самое я делаю с подкладочкой по спинке. Так, у меня вот таким образом спинка. И я соединяю вот эти детальки и эти. Точно так же. Далее я соединяю детали спинки с деталью полочки лицом к лицу. Вот так. И сшиваю по боковым срезам. Теперь смотрите, у нас юбка трапеция, то есть внизу она расширяется. Поэтому подкладка, если я сошью вот так сейчас подкладку по шву по спинке, у меня не сойдется с краем. А мне нужно вот так подвернуть и соединить подол, получается, подкладки и юбочки. Поэтому я сейчас... Я, в принципе, уже сделала это за кадром. Прокладываю прямую строчку, делаю легкую присборочку. Даже не присборочку, наверное, правильнее сказать. Это как припосадка. Далее мне нужно соединить шов, средний шов по спинке подкладки. Можно, в принципе, измерить. У меня молния пришита от линии талии вниз на 24 сантиметра. На 24 сантиметра. Но можно сделать чуть меньше, да, то есть 22 сантиметра. Значит, от линии талии вот так 22 сантиметра я откладываю, и от этого момента, от этой метки вниз я сшиваю. Далее, смотрите, вот он у меня центральная линия, центральный шов по спинке. Центральный шов по спинке на подкладке. Далее я соединяю вот так лицом к лицу и полностью по кругу сшиваю по линии низа, по подолу. Вот такая конструкция у меня получается после того, как я соединила по линии низа. Теперь мне нужно соединить по линии талии. Смотрите, вот именно так я кладу, чтобы вам было более понятно, да? Вот она моя талия юбочки, талия подкладки, и мне нужно ее соединить. Ну, для начала я, наверное, буду соединять по боковым срезам. То есть мне нужно соединить лицом к лицу. Вот так, именно так я соединяю лицом к лицу по одному боковому срезу. Далее также я расправляю второй боковой срез, я соединяю также со вторым боковым срезом юбочки. Так, теперь я совмещаю полностью по переду линию талии, выворачиваю. Вот так расправляю, и у меня осталось соединить линию талии по спинке. Итак, я соединила юбку с подкладкой по линии талии. Теперь раскрываю молнию. Для удобства раскрываю до конца. И теперь, прежде чем вывернуть, мне нужно соединить вот эти два среза. Но, смотрите, прежде чем соединять, я вот так разворачиваю молнию, чтобы она у меня осталась там открытой. И соединяю вот так два эти среза, сшиваю прямой строчкой. Не дошиваю вот здесь примерно 5-6 сантиметров до молнии, до раскрытой молнии. Молнию я раскрыла, сказала уже, до конца. Точно так же я делаю на другой стороне. Вот так. И уже после этого через вот это незашитое место я выворачиваю, отутюживаю свою юбочку. И, в принципе, можно примерять.